Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Воскресенский, политический эксперт из Беларуси, на связи прямо сейчас. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Начать предлагаю наш сегодняшний разговор с такого, достаточно яркого выступления Лукашенко. И оно очень и очень сопряжено с тем, что мы видели, как провел совещание с силовым блоком вчера Зеленский. Речь шла об орешниках. Оказывается, Малюк 1,5 года назад уничтожил одну из пусковых установок, а Зеленский сам рисовал, водил ручкой по картам Беларуси, где, мол, будет размещаться этот агрегат. Юрий, на ваш взгляд, насколько взаимосвязаны эти вещи и что за, такой нервный тон у Лукашенко? Неужели все идет к тому, что поставят орешник, а Украина по нему ударит? Ну, конечно же, нет. Дело в том, что наш президент, он всегда был эмоционален, предельно открыт, честен. Это типичный представитель нашего белорусского народа. Поэтому он не скрывает свои идеи и тезисы за какими-то камуфлированными формулировками, а говорит все как есть. Поэтому в связи с тем, что наши приграничные страны пошли на очередное обострение в отношении с Беларусью, это не касается Украины, это касается Литвы, Латвии, наших балтийских тигров, Польши. Естественно, терпение Беларуси, оно не бесконечно. Мы можем отступать, как сказал Лукашенко, максимально далеко, но когда мы упираемся в стену, тогда уже придется отвечать. Вот. И еще обращаю внимание, насколько отличается подход к управлению страной между теми, кто руководит Украиной, и теми, кто руководит, например, Беларусью. Ведь вы знаете, что на этой неделе в Минске прошла 3-я Минская конференция по безопасности. На ней были представители 40 государств и 7 международных организаций. БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и другие. Да? В целом страны, которые присутствовали в Минске, и представители этих государств, они составляют более 40% человечества. Одна Индия с Китаем чего стоит? Это сразу процентов 35. А еще была и Мьянма, и Камбоджа, и Вьетнам, и Словакия, и Венгрия, Российская Федерация, конечно, наш основной стратегический партнер, друг и брат. Были и представители стран Запада, но на уровне экспертном. Например, был руководитель рабочей партии Великобритании. То есть очень серьезное представительство. Так вот, выступая на этой евразийской конференции, Лукашенко не говорил о каких-то может быть, трениях с соседями, с Украиной. Он говорил о более серьезных, глобальных вещах, которые затрагивают все страны евразийского континента вне зависимости от того, закончится российско-украинская война, либо будет продолжаться. То есть, смотрите, какие важные вопросы он поставил. Например, чтобы выработать нормы, какую-то сертификацию, единый подход к искусственному интеллекту. Мало кто ставит этот вопрос, а это вопрос нашего с вами будущего наших детей. Второе, допустим, вопрос обеспечить неприкосновенность инфраструктуры критической, газотранспортной, нефтегазовой, интернет-инфраструктуры на всем пространстве евразийского континента. То есть, понимаете, эти вопросы, да. Третий момент, например, мигрантский кризис. Мигрантский кризис, этот тезис вообще везде на континенте Евразия. Значит, президент предложил проводить вдумчивую политику, чтобы были какие-то квоты, чтобы было все по закону, целесообразно, была соответствующая ответственность. В случае трудовых мигрантов после исполнения ими трудовых обязанностей они бы ехали назад.
Четвертый тезис, который поднял президент в своем докладе, вот он с 4 такими тезисами, знаете, как наконечники копья, он пошел, так сказать, в атаку на это общественное мнение, это недопустимость введения санкций в отношении продуктов питания, значит удобрений, да, потому что удобрения критически важны для сельского хозяйства, и медикаментов. Недопустимость вообще введения санкционного режима на эти все вещи, вне зависимости от каких стран между собой воюют. То есть, понимаете, государственный подход. То есть человек смотрит, и вообще отличительная черта государственного лидера, он смотрит и в будущее, он заглядывает за горизонт, он задает новые ориентиры. Ну а что мы видим, наблюдая за его украинским коллегой, полномочия которого истекли в мае 2024 года? Шоу, ужимки, фантастические цифры, якобы более миллиона убитых россиян, якобы они взорвали уже Орешник. То есть, ну, нет Орешника, значит, не надо его бояться. И вот даже вот этот маленький пример, который я вам сейчас приведу, американцы говорят, сила мелочей в том, что их много. Много говорит об украинской политике. Вот вчера человек, похожий на террориста по фамилии Буданов, провел эффектную акцию. 11 спецназовцев высадились на вертолетах. Результат. В течение суток все 11 были ликвидированы. Вот подход, понимаете? Вот в первом случае это подход государственного лидера. Не обязательно, что это будет Лукашенко там, или Путин. Наверняка в мире еще остались и другие люди с таким подходом. Например, уважаемый товарищ Си, лидер Индии, лидер Бразилии. А вот мелкотравчатый, мелкий, человеконенавистнический пиар-подход квартала 95. Вот это в целом, что я хотел сказать. А отвечая еще раз на ваш вопрос по поводу реакции Лукашенко, я хотел бы поговорить с вами, что прежде всего она вызвана ситуацией на белорусско-литовской границе. Слушайте, а что ж там такого на белорусско-литовской границе? Что, ну, давайте, я не потому, что глобус Украины, да, как бы превалирует, а потому что во время вот этого показательного совещания у Зеленского, там журналистка задает вопрос. Зеленский показывает карты, что вот будет поставлен Орешник, там, мол, 700 километров слепая зона, то есть не добьет, а это вот против вас, уважаемые европейцы, поэтому приготовьтесь. То есть Зеленский нарезал задание европейским партнерам, говорит, мол, давайте, так сказать, готовьтесь. И журналистка вопрос задает, так а что, а если они нас спровоцируют, получается, что мы будем бить, ну, как бы, да, а он, давайте, все потом. Задача была не в этом, то есть не раскладывать эту историю, а четко послать угрозу или продемонстрировать угрозу со стороны Беларуси для западных стран. Мол, займитесь-ка уже Запад Белоруссию. А тут у вас, говорите, на границе литовской. Ну, отправили стрелков пострелять по этим воздушным шарам контрабандистским. Ну, а в чем еще обострение? В этом и есть обострение. Дело в том, что нашим литовским коллегам понравился польский кейс. Ведь когда Польша под таким же предлогом закрыла границу на 14 дней, к слову, нанесла ущерб порядка 200 миллионов евро своим перевозчикам, вот, значит, тут же Еврокомиссия выделила им сразу же, вот сходу, 52 миллиона евро. 52 миллиона сразу же. Вот, значит, вот просто под предлогом того, что как бы режим тут, значит, планирует гибридные атаки. Хотя, ну, всем понятно, что это контрабандисты. Да, у нас нет ресурсов их ловить, понимаете? Они как отправляли друг другу сигареты в приграничье, так и отправляют. Потому что люди, поляки, литовцы, латвийцы, они хотят курить сигареты по 1 евро за пачку, а не по 5. Вот и все. Дело в том, что на пунктах литовских тех же Медининкаев все таможенники, пограничники курят сигареты Минск. Понимаете? Поэтому к этому режим не имеет никакого отношения. Но Польша открыла этот ящик Пандоры, ну, очередной ящик Пандоры. Вот, значит,
получила 52 миллиона евро. И это при том, что, Александр и уважаемые слушатели, что за последние 4 года она получила еще 700 миллионов евро на обустройство границы. Так как же они обустроили границу, если по-прежнему контрабандисты туда-сюда кидают шары? Естественно, Литва посмотрела на этот кейс и тоже захотела. Литва страна-банкрот, денег у нее нет, бюджетный дефицит рекордный, люди уезжают, поступления от калийных удобрений транзита они лишились. Естественно, они эти шары, значит, предоставили всему эти воздушные, на которых эти пачки, да, переводятся, блоки сигарет. И сказали, что это режим Лукашенко. Так самое интересное и смешное, что да, Латвия является хабом контрабандистов. И туда, поступая сигареты, они уже раскидываются на Литву, Эстонию, с Эстонии дальше туда, в Скандинавию. Это все крышуют местные латвийские правоохранительные органы. Мы все знаем их фамилии, но пока наблюдаем, не выступаем ни с какими заявлениями. Так вот, в этом году с территории Латвии на Литву было отправлено и зафиксировано литовской службой 318 шаров этих. 318 шаров. Ну, наши зрители спросят, так чего с Литвы в Латвию переправлять? Потому что там выставлены посты, границы как бы юридически нет, но физически стоят таможенники, пограничники, останавливают машину, и в случае, если там будут сигареты, можно лишиться сразу и машины, и сразу поехать в места не столь отдаленные. Поэтому с Латвии, с хуторов латвийских закидывают в Литву. И вот 318 шаров, 318 случаев только в этом году было отправлено с Латвии в Литву. Но Литва ни слова нигде не сказала об этом кейсе. Это я так подробно говорю для нас, для наших уважаемых зрителей, чтобы они поняли очередную лицемерность литовского режима. Вот. Поэтому, естественно, Литва захотела также такого же легкого заработка, как Польша. Ну, давайте на укрепление, давайте на дроны, на средства контроля границы. Вы же видите, что делает Лукашенко. Забрасывает нас дешевыми сигаретами. Вот. И как бы это комично не звучало, они взяли и закрыли границу. Но, понимаете, мы вот в прошлом выпуске говорили об этих полезных идиотов. Бесполезными идиотами я их назвал. Но сейчас вот хочу уточнить этот тезис. Они полезные идиоты для глобалистов, для тех, на кого работают. Вот эта вся политическая элита стран лимитрофов. Но для нас они более точный термин «вредоносные идиоты». Вот прошу зафиксировать. Вот эти вредоносные идиоты, они не умеют считать до 2. И они не посчитали то, что на территории Республики Беларусь скопилось 5000 литовских грузовиков, прицепов, сидельных тягачей. И вот вчера премьер-министр Беларуси подписал распоряжение, что выезд транспортных средств, зарегистрированных в Литовской Республике, может осуществляться только через белорусско-литовский участок границы. Поэтому все сейчас эти бедолаги сидят здесь, мы их кормим, поем, ну, естественно, не бесплатно, предоставляем все условия. Но вопрос другой. Дело в том, что по прошествии месяца все эти транспортные средства можно уже и конфисковывать, потому что они обязаны в течение этого срока покинуть территорию ЕАЭС, Евразийского экономического сообщества. И, понимаете, может быть, Литва и на это рассчитывает в плане какой-то эскалации. В общем, возвращаясь к нашим предыдущим эфирам и анализируя то, что произошло за неделю, я хочу сказать, что коллективный Запад реализует по-прежнему стратегию повышения ставок, стратегию эскалации. И вот эти наши соседи, руководители их, Литвы, Латвии, Польши, вредоносные идиоты, они являются инструментами в этой реализации. Теперь, что касается угроз Зеленского. Хотелось бы еще раз предупредить Владимира Александровича не совершать
очередную ошибку. Потому что ответ Беларуси будет такой, что перечеркнет даже 4 года ведения специальной военной операции. Все, что есть у нас на вооружении, полетит в Киев. Не будет ни Верховной Рады, ни Нацбанка, ни террористического, значит, объединения Буданова на острове, ни СБУ, ни Банковой. Не будет ничего. Если только Зеленский посмеет свои грязные кровавые руки запустить в Беларусь. Мы еще раз подчеркиваем, что мы не участвуем в военных действиях. Вот, значит, предоставление какой-то помощи не является юридически участием в войне. Дело в том, что украинскому режиму предоставляет помощь более 50 стран Европы и мира. Но они тоже не являются, как говорится, соагрессорами. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы, например, 2000 средств зенитно-ракетных комплексов, которые у нас сейчас на вооружении, 2000 зенитно-ракетных комплексов с огромным запасом боеприпасов еще с советских времен, оставшимся от Белорусского военного округа, полетело в сторону наших южных соседей. Поэтому Зеленскому надо быть аккуратнее со словами, потому что президент Беларуси тоже уже не выдержал, потому что вы видите, что у нас миролюбивая риторика, и 4 года мы только уговариваем. А в ответ оскорбления, провокации, тайники, которые делают террористические структуры Буданова и Малюка на протяжении нашей государственной границы. Вот что мы в ответ получаем. И, конечно, президент не выдержал и сказал фразу из фильма «ДМБ», вы, наверное, ее слышали. А может, вот мы сядем с Путиным, подумаем, да как бахнем. Тут весь интерес в том, что Лукашенко человек очень простой. И он часто, может, даже предварительно раскрывает возможное содержание разговоров. Может быть, такой разговор уже был. Ну, то есть, насколько я понимаю, что речь идет о том, что если будет применено ядерное оружие по Украине, если до этого дойдет, то будет оно осуществлено, это применение с территории Беларуси. Если режим кровавого клоуна запустит свои грязные руки на нашу землю, и если он попытается какими-то дронами атаковать объекты критической инфраструктуры. Мне часто первый год, особенно СВО, звонили подпитые депутаты отдельные Верховной Рады Украины, и у них такое, знаете, как мантра. Ждите на ваш Мозырь, ждите. У них вот наш Мозырский НПЗ, это такая какая-то болевая точка, триггер. Так вот, если не только на Мозырь, а на Хойники, Гомель, Речицу, Калинковичи, хоть что-то залетит умышленно, целенаправленно, все, Зеленский будет считать уже не часы, а минуты. И наша территория, естественно, будет предоставлена для объединенной группировки. Может быть, не только предоставлена, а может быть, и мы примем участие в освобождении территории Украины. Потому что на сегодняшний день, да, украинский режим смеется с нашей армией, 50 тысяч человек, да, но я много раз говорил в эфире, и это говорила Минобороны, мы уже подготовили 300 тысяч резерва, он уже обучен. В планах подготовить, дорастить эту цифру до 500 тысяч, нам где-то еще 2 года надо. То есть в целом оружие у нас на миллионную армию. И если вы помните, во время Великой Отечественной войны у нас практически все люди пошли в партизаны. Но это касается, конечно, войны, которая связана с интервенцией. Не факт, что все люди пойдут записываться, так сказать, добровольцами. Но полумиллионную армию мы готовы выставить. Поэтому если Зеленский не хочет воспользоваться теми наворованными его и его бандой деньгами, этими Миндичами, Арахамиями, Умерами, Залужными, все, кому имя легион. Если он не хочет воспользоваться своими коттеджами, виллами, ранчо, дворцами, значит, пусть начинает атаку на Беларусь. Юрий, немного, если сбавить обороты, мы обсудим еще перспективы в Покровске и в Купянске, и то, что было заявлено
и то, что сейчас на земле, вы уже частично коснулись вот высадки этого спецназа. Но я бы хотел все-таки, отталкиваясь от слов Лукашенко, чтобы вы дали расклад по Протасевичу. Слушайте, ну было-было, но такого не было. Значит, Протасевич, тот, кого принудительно садили, в тюрьме держали, потом выпустили, потом он говорит, я признаю, я за Лукашенко, в общем, никаких претензий не имею. Очень интересная история с его сожительницей, которая гражданка Российской Федерации. Ее не отпустили, ну, то есть она как бы... А его отпустили. У него брала интервью Собчак, Протасевич, он говорит, сварщик я на заводе, простой себе, вот живем, получаем, в общем, как все. А тут Лукашенко внезапно выходит и говорит, что это агент белорусских спецслужб, что в корне меняет вообще видение и представление событий, ну вот тех тревожных для Беларуси, тех лет, да, вообще понимание о том, что за вот это вот, как это, Белая Беларусь или Белая гвардия, как они себя называют, величают, ну вот эти оппозиционеры против Лукашенко, против режима Лукашенко, это полностью меняет внутриполитический расклад в них, в этих группах, да и вообще по-другому смотрятся уже и протесты, и оппозиционная деятельность белорусской оппозиции, если, конечно, это правда, и Протасевич работал на спецслужбы Беларуси настолько долго. Ну, а почему сейчас он на заводе? А что с ним будет дальше? Зачем его вскрыли, если это, условно, консерва белорусских спецслужб? Действительно, а вы представляете, что эти вредоносные идиоты на Западе хотели назвать аэропорт именем Протасевича в Вильнюсе, именем агента белорусского КГБ. Значит, действительно, не секрет, что среди оппозиционной среды змагары, у нас их называют, российские это навальнисты, а наши это змагары. Вот. И среди навальнистов, и среди змагаров исторически тьма агентуры. Чуть ли не каждый третий. Это пошло со времен советских. Если вы помните, кто формировал национальные народные фронты, да? Это были советские спецслужбы. Также и на территории Беларуси вот сформировали первую оппозиционную организацию Белорусский народный фронт Одраджения, Возрождения. Вот, он был на 30% сформирован из агентуры Комитета госбезопасности. Поэтому, естественно, эта практика продолжилась и дальше в демократической так называемой среде. С каждым годом это число агентов плодилось, потому что у них и подход такой, вот этих наших уважаемых навальнистов, змагаров, они ж либералы, работать не хотят, а денежку любят. И денежку любят даже больше, чем любят родину. Поэтому, если их услуги не востребованы у западных спецслужб, они предлагают свои услуги отечественным спецслужбам. И, соответственно, сдают всех своих подельников, всех тех наивных розовых пони, сетевых хомячков, которые им донатят, которые верят в их слезы, в их проникновенные речи. Тут, кстати, один из методов, подсказываю, лайфхак выявления агентуры – это смотреть, кто больше всех кричит. Вот кто больше всех рвет рубаху, к тому надо человеку, конечно, присмотреться. Поэтому и в этом случае для тех, кто был в теме, это был очень узкий круг людей в теме, это не является новостью. Он действительно был, он не штатный сотрудник, а человек, который с псевдонимом. Сейчас его вскрыли в связи с тем, что первое, никакой больше пользы от наличия его наша безопасность не может получить, потому что с ним уже как бы никто из его коллег не общается, а все, что надо, всю информацию по нашим змагарам, он все, что можно, весь огромный массив, весь дал, весь слил. Там до сих пор громыхают скандалы у наших беглых. Все время кто-то убегает, то с их кассой, то с их деньгами.
то назначенный ими спецпредставитель убегает тоже в неизвестном направлении. Это все эхо работы Протасевича. Поэтому, первое, он уже не принесет той пользы, которую приносил раньше. А второе, чтобы весь мир убедился в качестве работы белорусских спецслужб и в лицемерии Запада. Вы помните, как они с его портретом выходили, да? Как используя этот повод, перекрыли воздушное нам пространство, все полеты. А когда его освободили, и он сам лично обратился, сам к международному сообществу, к авиаперевозчикам, меня освободили, снимите, пожалуйста, санкции. А санкции они уже не сняли. Это говорит о том, что Протасевич им был просто поводом, причиной для реализации вот этой их глобальной стратегии эскалации и истощения союзного государства. Поэтому вот такая комичная история. Но мне в очередной раз жалко просто простых наивных людей, которые верили в эти все слова про демократию. Когда-то, до начала специальной военной операции, до начала этой войны, этой всей жести, верили в свободу слова, в права человека, в неприкосновенность собственности, да? Вспомним российские активы в бельгийском Евроклире. И все санкции, наложенные на российских олигархов, их яхты, дома и так далее. Вот она, неприкосновенность собственности. И вот эти люди, многие из них, которые находились в Беларуси, донатили, поддерживали, писали, предлагали свои услуги. К сожалению, часть из них, кто не успела убежать, она оказалась в соответствующих местах в соответствии с нашим законодательством. Вот мне жалко этих всех людей. И тут я вспоминаю евангельское «Не сотвори себе кумира» и фучиковское «Люди, будьте бдительны». Поэтому обращение к всем вашим уважаемым зрителям, нашим уважаемым зрителям, не верьте этим лжепророкам. Всегда думайте своей головой. Тем более последние события показали, что такая мыслительная деятельность спасает от непоправимых ошибок. На фронте тяжело. Покровск, ситуация достаточно закручивается сложная. Правда, на совещании Купянск Зеленский отмел. Ну вот прям отмахнулся от него, сказал, там все нормально, ситуация стабилизирована, все идем, как говорится, вернем, дозачищаем. Но по поводу Покровска там вот сложности определенные. Сразу видно, что, будучи верховным главнокомандующим де-факто украинских вооруженных сил, много противоречий. И они такие достаточно едкие. То есть 170 тысяч, там 170 тысяч в Покровской операции участвуют. Туда бросают несколько десятков этих гуровцев. Ну, вы говорите, известно, что там всех уничтожили. Вроде как всех, не всех, но все прекрасно понимают, что даже супер Рэмбо и команда на черном ястребе вертолете, ну, простите. Ну, да, то есть, как бы картины, ну, в общем-то, не изменят. Но, тем не менее, выглядит все и предстает все как неким генеральным сражением Зеленского. Насколько я понимаю, что отход из Купянска организованный, то, что Путин говорит, давайте журналистов запустим, давайте вот этот котел, остановим бой, пускай все посмотрят, все увидят. Это было нельзя делать до 4 ноября, когда в Мадриде будет совещание. Тоже интересное такое. Говорят, Эльмунда пишет, телефоны надо сдавать мобильные, то есть 35 стран, коалиции желающих. Но потом вроде МИД украинский говорит, не-не-не, обычное совещание, не волнуйтесь, ничего такого секретного не будет. По поводу телефонов там журналисты напридумывали. Но тем не менее перед этим совещанием, где будет решаться конкретно судьба выделения следующих траншей, денег, оружия и вообще поддержки Украине, ну, терять Покровск как-то не с руки. Да и вообще, в принципе, его терять не с руки. Поэтому бьется Зеленский. Как вы оцениваете политическую, не столько военную, сколько политическую составляющую вот этого сражения?
Политическая составляющая, она похожа на все предыдущие составляющие, когда марионеточный киевский режим удерживал на страницах Фейсбука и других соцсетей и ресурсов эти бесконечные фортецы. Я вспоминаю, что даже когда пал Артемовск, Бахмут, где-то, наверное, недели две украинское командование отрицало факт его потери. Да нет, может быть, даже если мы копнем по сводкам, придя с ревизией в Генштаб ВСУ, может быть, они до сих пор на окраинах где-то держат оборону Бахмута. Поэтому все как всегда, очередная фортеца. То есть сначала проспали это окружение оперативное, а потом не нашли политической воли сказать своему обществу, что мы потеряли эту территорию. И ради спасения солдат, которые там сейчас находятся, разные оценки говорят. Кто-то говорит 1000 человек, кто-то 1500, кто-то говорит 10 тысяч. Я думаю, что вот эта первая оценка, она близка к реальности. Порядка 1000-1500 человек. Пусть меня поправят военные эксперты, но надо же принять политическое решение, если ты государственный деятель, а не позер, сказать, наши люди – это самое дорогое, что есть у нас в Украине, поэтому мы уходим на тактически выгодные позиции. В этом ничего страшного нет. Вспомните Москву и Кутузова. И до этого, пользуясь стратегической глубиной, начиная еще со Смоленска, российская армия все время уходила и отступала со своих позиций. В этом нет ничего страшного. И во время Крымской войны пришлось уйти с Севастополя, хотя можно было держаться. Понимаете, я не вижу никакого здесь страха. Но киевскому марионеточному режиму ему абсолютно безразличны люди. И да им пофиг, понимаете? Им пофиг, даже если будет еще 100 тысяч погибших украинцев, а их будет, если Зеленский не выйдет на границы территориальные, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Значит, российская армия все равно выйдет на эти границы. Через год, 2, 3 она все равно выйдет на эти границы. Но вы потеряете 100, 200. Если бы вообще первопричины, даже вспомним конфликта, если бы режиму Зеленского были интересны люди, они бы вообще не начали эту войну. Ну, предупреждала же Россия полгода до этих всех событий. Ну, не надо так с нами. Мы имеем право на уважение. Мы много не просим. Мы просим ваш нейтральный статус. Да и заберите ваш Донбасс. Вот это же позиция, которую занимала Россия 8 лет. И несмотря на это, киевский марионеточный режим пошел сознательно на то, что потом историки назовут геноцид украинского народа. А почему? Потому что они вредоносные идиоты, они коррупционеры, они не связывают свою жизнь с территорией, и жизненные интересы у них находятся не на территории Украины, а в других странах. И поэтому им настолько плевать. И я вот вам приду пример. Когда мы часто говорим про какие-то события, про какое-то отношение людей к политическим лидерам, надо использовать цифры. Вот есть такая великая страна Франция. И там «Фигаро», ведущая французская газета, опубликовала свежие цифры одобрения режима Макрона. 11%. Скоро докатится до 5% Ющенко, да? И смотрите, он все равно не останавливается, Макрон. Ему плевать. Ему плевать, даже если он получит такие цифры одобрения, как Ющенко. То же самое и режиму Зеленского. Да ему плевать на то, что погибнут люди. Да ему плевать на то, что погибли вот эти спецназовцы. Это ж была полная чушь. И, кстати, у меня вопрос к самому составу ГУРа. У нас там тоже есть свои люди, и мы знаем там информацию. Например, абсолютно точная информация, что 80% там все общаются на русском языке.
И когда даже набирают эти доклады, они используют даже Google переводчик. Вот есть такая информация. Так вот эти спецназовцы, командиры этих сил специальных операций, они что, считают своих людей за скот? Вот вас посылают 11 человек на, значит, 170 тысяч человек, как вы говорите. Конечно, там не 170 тысяч человек. Там порядка 35-40 тысяч, по нашим данным, со стороны российского военного командования. По периметру, и то по периметру. В самом Покровске вообще человек, может, 300 от силы просочились и ликвидируют военную силу ВСУ. Но вот вопрос к украинским командирам. Вы что, считаете людей за скотов? Вы понимаете, что вы своих побратимов ради красивого кадра, что вот 2 вертолета, да, это напомнило иранскую похожую операцию, американскую. Там также вот высадили, и также были спецназовцы ликвидированы. Вот, в Иране. Так неужели вы до такой степени оскотинились, до такой степени вам абсолютно все безразлично, что вы не могли сказать террористу Буданову или его заместителям сказать: я своих людей на убой не пошлю. Это операция абсурдная. Нет, тут смотрите, тут нужно будет сразу понять, если условно Покровск падет, ну, придет такой... Не если, а когда. Ну, вот придет тот час, да, когда он падет, то эта же картинка, она же останется в памяти. Соответственно, останется в памяти не светлым пятном, а темным пятном, о том, как высаживался спецназ ГУР. Его, понимаете, это тоже какая-то дикость. Взять и объявлять заранее, что ты отправляешь туда спецназ для стабилизации, потом его прям показать, этот спецназ. И условно пройдет неделя, 2, ну, может, меньше, там, на дни, наверное, счет идет, ну, так, по крайней мере, раскладывают там разные аналитики, может, ошибаются, кто его знает, может, дольше будет, ну, примерно пройдет какой-то срок, то, получается, вся ответственность за то, что потерян Покровск, на Буданова ляжет. Ну, вот смотрите, вот Буданова такое ощущение, и на совещании его на этом не было, там Малюк верховодил, Панцири сбивал, Орешники, нефтеперерабатывающие заводы, вот это вот с Зеленским вместе они как бы комментировали ситуацию, хотя четко Зеленскому, как верховному командующему, задают вопрос, что там по Покровску, а он начинает там карты разные, начинает там говорить, что у США, Европы, Украины и России, понятно, да, разные карты, но надо сравнивать, надо вот это вот все. Ну, то есть невнятные ответы звучали. Вместе с Малюком они как бы так пытались это все преподать. Говорит, надо говорить спасибо, Малюк, за то, что год и 3 месяца это все как началось с Покровска, да, вот типа держалось, поэтому молодцы украинские солдаты. Ну, как прощание с каким-то Покровском. А ответственности все шишки полетят на Буданова. Очень выгодно, кстати, политически. Конечно. Во-первых, не только на Буданова, но и на Сырского. Тем самым могут устраниться любые конкуренты. А мы знаем, что Банковская готовится к выборам в следующем году. Но, понимаете, да, я еще раз подчеркну для тех наших зрителей, которые, может быть, имеют другую точку зрения, что мы стараемся в эфире использовать исключительно фактуру и военную политическую целесообразность. Вот даже если мы с вами, Александр, являемся, значит, руководителями Украины, но мы же с вами не идиоты, мы же смотрим на карту, да? Так, ну все понятно, пути все обрезаны, надо спасать, пока не поздно, людей. Территорию потом как-нибудь разберемся с ней. И даже не специалисту. Поэтому я хочу сказать зрителям, те, которые как-то скептически относятся к окружению Покровска, он действительно окружен, и счет идет на дни, не на недели. Понимаете? Поэтому это никакая не пропаганда, это карта военных действий. Теперь по поводу конкурентов. Конечно, таким образом у Зеленского есть такой компромат на всех возможных фигур, начиная от Залужного, да, провалил контрнаступ, и заканчивая, значит, Будановым и всеми другими фигурами, которые могут баллотироваться. Малюка он не рассматривает как кандидата. Во-первых,
Малюк и сам не хочет балансироваться. Во-вторых, за такого пятикантропа внешне, наверное, не каждый бендеровец даже проголосует. А вот Буданов по последнему опросу, поправьте, если я не прав, он даже обошел Зеленского, вышел на второе место по украинскому опросу. Первое место Залужный, второе Буданов. Конечно, Зеленский это припасет эту информацию, а украинский же народ, основная масса, она не получает никакой информации, которая осталась в Украине. YouTube-каналы заблокированы, значит, люди, журналисты изгнаны из страны, обвешаны санкциями, как новогодняя елка, как, например, вы, Александр. Значит, каналы неугодные вообще удаляются, как недавно удалили популярный канал Дианы Панченко. По каналу идет только одна программа – телемарафон. То есть, что наверняка показали в этой программе? Как героические силы специальных операций Украины предприняли усилия и начали операцию по деблокаде Покровска. Правильно? Они же остальное не увидели. Эти 11 тел в мешках полиэтиленовых. Они это не увидели и не увидят. А вот когда Буданов понесет регистрировать свою группу регистрационную в Центризбирком, вот это вся Украина увидит. И что? Буданова будет рейтинг какой? 0. 0. После таких кадров и после таких последствий. Поэтому, конечно, это все в рамках вот этого киевского марионеточного шоуменского режима, который, знаете, как мне кажется, они думают, вот как киношники, да, вот у меня много знакомых киношников, вот я уверен, хоть, значит, убейте, но я уверен, что они так думают, блин, ну не пойдет этот сценарий, перезапишем, снимем другой, слушайте, ну подкорректируем, сценаристов позовем, рабочую группу, то есть такое впечатление, что все, что они творят за последние вот 4 года, вот эту всю дикую дичь, они думают, что это можно переиграть. Они не понимают, что это трагедия и боль украинского народа. Что последствия будут на десятки лет. Что они изгнали из страны практически 50% населения. Изгнали из страны. 5 миллионов только в России мыкается. И 5 миллионов украинцев мыкаются в других частях света. Молодежи вообще не осталось. Мы читаем эти данные. Но 18-22 года осталась половина только имеющейся на Украине молодежи. Все уехали. А они все равно продолжают. И вы видите, просвета нет никакого. Они даже не пытаются вот в всех предложениях, которые они обсуждают с коалицией импотентов европейских, или как это, не желающих, или могущих, но желающих. Там все требования, из-за которых началась специальная военная операция. Простите, так вы дебилы? Вы что, не понимаете, что эти... Да, мы дебилы. А может быть, они и не дебилы, Александр? А может, это и такая тактика дебильничания, чтобы продолжать войну. И чтобы в эту войну уже она расширилась регионально. Была вовлечена Польша, Литва, Беларусь, французский контингент, Черное море с британскими кораблями. Может, и эта задача. А может, туда еще и Турцию подключить, потому что уж больно независимый Эрдоган стал в последнее время с точки зрения британской короны. Может быть, и ему там поджечь и курдов, и сирийцев. Вот, может быть, это такая глобальная стратегия. Потому что в то, что люди могут быть такими откровенными дебилами, я лично в это слабо верю. Я здесь вижу злой, простите, дьявольский умысел. И на острие этого умысла и реализации этих намерений преступный режим Зеленского. Ну вот смотрите, тут же тоже уже как бы не получается так, как было раньше. Уже просчитывают. Как Трампа просчитывают азиаты, например, да? Они его приняли, корону подарили, клюшку вручили. Вот это все обласкали, расцеловали, облобызали.
Ну и он сел и поехал. А потом начали считать, оказывается, особо ни с чем и не приехал. Ну, Бессент говорит, на следующей неделе вот мы договоримся, все подпишем, любую сделку. Точно так же и Зеленского точно так же просчитывают. Вот смотрите, ситуация прошлой ночью. Блэкаут в Москве. Все каналы разгоняют Подмосковье, район Жуковского, Жуковский район. В общем, непонятно. Пошла волна, информационный удар. Все москвичи, с кем, ну там, у кого есть какие знакомые, обсуждают в соцсетях, пишут кто где, в разных чатах, группах, говорит, да все нормально. Ну, как бы в чем дело? Собянин выходит и отчитывается: над Москвой сбили 6 беспилотников. Хотя прошлой ночью я прям тоже был в эфире, 700 летит. 700 беспилотников, и атака комбинированная, могут быть еще ракеты, рисуют карты. Просто это там, не знаю, это плотная, да, заштриховка с стрелочками, и вот оно все туда, в ту сторону. Все, конечно, переволновались, думают, все включают, смотрят, где, что. А вот смотрите, летит над Тулой, летит вот там и вот там. 6 беспилотников, которые сбили. Это по официальным данным. Какая-то съемка какого-то района с какой-то там подстанцией. Сняли какое-то видео, где в парке мигает свет, мол, все, смотрите. Короче, все рассчитано на то, чтобы украинцы, да, полезли быстро искать какие-то новости оттуда и были удовлетворены, что не только они страдают без света, с этими отключениями, застреют в лифтах, как футболист Милевский, ну, то есть не могут еду приготовить, там, в общем, ходят заряжать павербанки в пункты несокрушимости, а ТЭЦ и инфраструктуру выносят дальше. Но ведь это тоже просчитываемо, и Во-первых, можно предугадать. Да, значит, во-первых, спасибо режиму Зеленского от жителей того микрорайона в Жуковском. Почему? Там, оказывается, эта трансформаторная будка уже больше 2 лет периодически отключается, и в этих там 20 домах выбивался свет. Но теперь, наконец-то, после того, как Зеленский сказал, что это он организовал блэкаут, там начались обновления всего оборудования. И, наконец, жители этих 20 домов будут со светом. Поэтому передавали благодарность Зеленскому, что хоть вот таким образом, наконец-то, привели там инфраструктуру в порядок. Второе, по дронам, все ж понятно. 6 долетело до Москвы, а 694 в виде переводов на офшорные счета Миндича и компании ушли в другом направлении. Боевые потери, знаете ли, столько-то ракет мы каждый день списываем, столько-то беспилотников, столько выплат на мертвые души, воюющие. Большой-большой бизнес, и каждый день режим Зеленского и все, кто принимает участие в геноциде украинского народа, встают с мыслей хоть бы день так пожить. Потому что они открывают свои счета там, да, и именно так и происходит. Вот именно таким образом. И говорят, ху-ху-ху, а мы стали еще богаче. Вот. И, кстати, эту информацию периодически подтверждают и правоохранительные органы самой Украины. Кого не берут, слушайте, все тумбочки, матрасы, подушки, шуфлятки, все в долларах. Это, извините, не пропаганда Владимира Соловьева. Это данные правоохранительных органов украинского режима. В этой ситуации, естественно, в очередной раз хочется выразить солидарность с украинским народом. К сожалению, всегда страдают мирные люди. И смотреть на боль украинского народа, конечно, и на боль русского народа, приграничье всего, Белгородщины, которые, значит, украинские нацисты используют в качестве такого полигона, несмотря на то, что там исключительно гражданские цели. Это смотреть тоже больно. Но и украинский народ должен понять, что, к сожалению, будет и холодная зима, и застревание в лифтах, и отключение, и нехватка, может быть, лекарств. Но в этом виноваты прежде всего
украинские власти, которые не могут сесть и договориться со своим соседом, которые не смотрят на шаг, на 2 шага вперед и даже на час вперед, понимаете, все время пребывая в каком-то состоянии вот этого анабиоза. То ли они под воздействием наркотиков, то ли действительно им вот эти денежные средства затмили логику. Ведь даже в этом зарабатывании должен быть смысл. Ты же должен потом спокойно ходить по улицам Киева. А если тебе будут подходить на Крещатике и плевать все в глаза, как ты будешь на нем ходить? Если ты, конечно, связываешь свою жизнь, будущее с Украиной. Поэтому мы высказываем большую солидарность с украинским народом, который терпит, к сожалению, вот эти все неудобства. Значит, огромная солидарность всем семьям погибших, раненых людей. Понимаете, наверное, все-таки классическая дипломатия, которой придерживаются главы Российской Федерации, Республики Беларусь, других стран мировых, Китая, Индии, Бразилии и так далее, она, наверное, сейчас не работает. Наверное, сейчас время беспредельщиков. Наверное, поэтому Лукашенко и сказал: вы знаете, вы нас доведете, что мы вот сядем с Путиным, подумаем и бахнем. Наверное, приходит такое время, потому что все увещевания ни к чему хорошему не привели. Ну, вы же И заметьте, если бы... вы же заметьте, там в этой фразе, да, мы с того начинали по поводу «подумаем и бахнем», там же есть глагол «подумаем». Ну, то есть, насколько видится вся ситуация сейчас, да, которая разгоняется, поэтому, опять-таки, первая реакция нормальных людей: ага, блэкаут в Москве, там, да, но это же будет означать, что дальше полетит по Украине, и там будет черные такие же города. Они уже сейчас есть, но тем не менее этого будет больше. Потом немножко начинаешь соображать: подождите, а если это фейковый? Ну так это означает, что они знают, что будет черная зима в Украине, поэтому немножко так вот, ну, как бы оправдывают эту штуку. То есть, смотрите, вот мы бьем, вот мы тоже, вы не одинокие украинцы. Вот, кстати, это очень важно, там, да, подумать, прежде чем ударить. Расчет на то, что удар будет необдуманный, наотмашь. Ну, вот прям Беларусь, там какая-то провокация, и те возьмут и долбанут ядеркой куда-нибудь. Попадут там, не попадут, поразят. Это не важно, но это будет прецедент применения Белоруссию чужого ядерного оружия. Ну, чужого имеется в виду российского, то есть не своего. Беларусь не ядерная страна, там размещаются только ракеты. Ну, или Орешника. Орешник тоже, ну, при всем там уважении к оружейникам Беларуси, Орешник — это чужая установка, чужая система, российская. Я слово «чужое» специально, ну, как бы ввожу в лексикон, что тогда будет абсолютно другая вообще диспозиция на карте мира, да, что, ну, то есть все всех могут применять оружие. То есть это прецедент, ну, вообще в любых дальнейших конфликтах. Но тут важный момент, что прежде чем это сделать, нужно обдумать и просчитать дальнейшие шаги. И вот тут, наверное, получается неувязочка. Я одного не могу понять. Вот будут же думать европейцы, да, в Мадриде. 12 пунктов вы комментировали там, да, свое отношение. В этих 12 пунктах есть пункт язык и религия. Ну вот, компромиссы, терпимость и все остальное. Вчера Зеленский вводит санкции на православных журналистов. Есть такой канал, Первый Казацкий, это как бы, ну, понятно, там новости. В общем, это люди, Союз православных журналистов, которые, многие из них, кстати, ну, саны имеют, воцерковленные и служат в церкви, некоторые просто как журналисты работают, да. Это, если грубо назвать, можно пресс-службой Украинской православной церкви, освещение духовной жизни, разные материалы, не только новости, кто где чего заявил и сказал, съездил, а и такие духовные, там, паломничество освещают, разные вещи. Они теперь, эти люди, под санкциями. И это в тот момент, когда как бы на столе терпимость. Это даже, смотрите, это даже не столько служители церкви, это даже не столько сама церковь, которая как бы ФСБшная, вот это пророссийская, а это люди, которые пишут о церкви. Понимаете?
и они попадают под санкции. Ну, слушайте, складывается впечатление, что можно тогда все понапринимать, русский язык вытравить, церковь запретить, всех, кто около, а потом можно и соглашаться на планы мирные и там условия России, да, условно. А мы готовы. А кто? Глянь, а никого нет. Ну, как в сериале «Слуга народа». Вы помните, да? Вот, значит, эту лоскутную карту и те улицы Киева. Слушайте, правительский сериал. Вы абсолютно правы, что поднимаете этот вопрос. Я его немножко подсвечу. Получается так, что если глобальная элита, вот эти люди, Бельведерский клуб, другие клубы, да, которые управляют миром, захотят расширить, значит, войну в регионе, они это сделают на раз-два путем вовлечения в Беларусь. А мы будем отвечать, поймите, Александр, у нас вариантов нет, мы стоим у стенки. Если мы не ответим, полетит второй, третий, пятый дрон. И мы это публично озвучили несколько раз устами президента. Поэтому европейское, с украинским режимом бесполезно говорить, я так понимаю. Но вот эти все закоперщики конфликта, бенефициары его, они должны понять, что будет лучше. Вот такое расширение на регион, поддержание в текущей ситуации или переход на мирный трек. К сожалению, инициатива действительно находится в их руках. К сожалению. Поэтому, если они захотят расширить военные действия, они будут расширены. Мы ничего, наверное, с этим сделать не можем. Потому что они, прежде всего, управляют и поставками военного всего вооружения, и самим киевским режимом. Наверняка все они являются агентами, прежде всего, британской разведки. Я, знаете, летел вот недавно на самолете, со мной друзы такой вот народ на границе Ливана и Израиля. И он так на ломаном русском пытался мне объяснить внешнеполитические расклады. Не знаю, что я глубоко погружен в эту систему. И он говорит, вы знаете, вот у нас на Востоке так говорят на Ближнем. Даже если муж развелся с женой, посмотри, не стоит ли за этим Ми-6. Вот, то есть, понимаете, это тысячелетняя мудрость того народа, и, к сожалению, они влияют, вот эта структура, и британские элиты очень сильно влияют на украинский режим. Поэтому, если они захотят расширить конфликт, подлить бензинчика, он будет расширен. Но я думаю, что, может быть, нам Господь Бог и подскажет, как дальше развиваться. Может быть, так и изначально надо было бахать, понимаете, а не, простите, сиськи мять. Сделать так, как сделал наш партнерский Израиль. Может быть, так надо было сделать. Подождать, где собрались все эти сатанисты во главе с Хрипатым. И все, это здание в труху. И мы бы спасли миллион жизней украинцев и русских людей. Может быть, и пора переходить к этому варианту. Я не знаю. И вы не знаете, никто из экспертов не знает, во что это может вылиться. Я же поэтому говорю, надо думать, понимаете, думать, а не вот... Так, понимаете, вопрос. Мы-то не только думаем, но мы и предлагаем идеи по выходу из кризиса, в том числе для укрепления суверенитета украинского государства и для сохранения генофонда украинского государства. То есть мы, получается, большие патриоты Украины, чем те ряженые хрипатые, которые сейчас управляют страной. Особенно возмутительно преследование религиозное. Они что, не знают, что это один из самых опасных видов преследования? И вообще религиозные конфликты и войны – это они одни самые-самые тяжелые, самые кровавые, самые подрывающие суверенитет государства изнутри. Так может надо не санкции вводить, а объединять? Может надо выпустить митрополита Арсения, за которого бандит Малюк сейчас требует выпустить несколько десятков азовцев? Может надо выпустить всех политзаключенных? Может надо вернуть обратно
всю собственность Украинской Православной Церкви, которая, кстати, не находится в подчинении Московского Патриархата и даже не поминает патриарха Кирилла в своей литургии. То есть соблюло все требования для выживания на территории Украины. Это подчеркивает о том, что киевский марионеточный режим является по своей сути не только каким-то правовым, русофобским, но и человеконенавистническим. Но вы знаете, что в истории многих стран были такие периоды, когда вот такие протосатанисты приходили к власти и преследовали людей верующих. Такой период был, например, в Византии. Несколько эпоха иконоборчества. Но она закончилась. Поэтому эта эпоха человекоборчества, которое возглавляет режим Зеленского, она тоже рано или поздно закончится. И это вселяет веру, надежду и в сердца всех, не только украинцев, но и русских, белорусов, да и вообще всех людей, которые выступают за мирное решение в этом военном конфликте. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.